Всем привет, дорогие зрители, подписчики, а также гости моего канала. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю в 2026 году всем здоровья, удачи. Также все ожидания от 2026 года у вас сбылись. Как в личном, семейном плане, так и в вашем виноградном деле. Как известно, в том числе и я, все виноградари готовят различные новинки, приобретают и с нетерпением ждем нового сезона, чтобы привить и увидеть различные новинки у нас на винограднике. В канун Нового года все ждут чуда, особенно дети ждут Дед Мороза. Но в сегодняшнем видео речь пойдет о Дед Морозе, который носит название «Возвратные заморозки». Как известно, возвратные заморозки могут завершить наш виноградный сезон, так и не начавшийся. Существуют различные методы борьбы с возвратными заморозками. Я сейчас перечислю. Это как при помощи дождевания, так же самое при помощи различных тепловых пушек, так же самое различных вентиляторов, которые перемешивают верхние воздушные массы с нижними. Как известно, в возвратные заморозки обычно стоит тихая погода, и возвратные заморозки, мороз у нас находится на поверхности земли. Так вот, я для себя сделал выбор в пользу отапливания нашего виноградника при помощи консервных банок, в которые налито отработанное масло. Данный метод уже давно используется, это не новинка. Я сейчас на экран выведу пример, как с помощью отапливания огнем борется с возвратными заморозками. И довольно-таки успешно отапливать большие площади, можно сказать, гектарами. Также самое на данную тему уже снято не один видеоролик в YouTube, но суть данного видео именно сегодняшний момент в том, чтобы заранее подготовиться к возвратным заморозкам. Зачастую, когда передают прогноз погоды за неделю, мы уже знаем примерно, что будут возвратные заморозки. Уже некоторые полагаются на авось, а вдруг пронесет, а вдруг меня это лично не коснется. Иногда бывает так, что синоптики передают +3, +5, а по факту происходят возвратные заморозки. Для контроля нужно обязательно использовать различные методы, то есть свои датчики температуры, чтобы следить, не надеяться на прогноз погоды. Прогноз погоды плюс-минус. Суть данного метода заключается в том, чтобы использовать баночки, которые нужно уже готовить заранее. Также самое нужно будет заготовить отработанное масло автомобильное в достаточном количестве, так как данные баночки нужно будет расставлять примерно через 1,5-2 метра. И такая баночка горит примерно где-то 2,5-2 часа. Нужно будет обязательно подливать, ночью не спать. И таким вот образом, обогревая при помощи вот такого метода, можно спасти наш виноградник от возвратных заморозков. Так, заливаем отработанное масло, примерно где-то не доходя до поверхности где-то сантиметр, так как разогретое масло, чтобы не выливалось. Как известно, масло горит при повышении температуры, она плохо разгорается. Для того, чтобы запустить данный процесс, мы берем обычный бензин и примерно сюда где-то около 1-2 кубиков разливаем на поверхность. И вот таким вот образом запускаем данный процесс. Все, бензин разгорится, наше масло разогреется и будет вот таким вот образом гореть и обогревать наш виноградник. Так вот, таким вот довольно-таки нехитрым способом можно уйти от возвратных заморозков. Единственная проблема, нужно подготовиться заранее. Это все, что я хотел сегодня рассказать. Всем пока, до новых видео.